Роберт Левандовский стал третьим футболистом в истории Лиги Чемпионов, который забил более 100 голов. В матче с Брестом Левандовский оформил дубль и вошел в тройку лидеров, которые возглавляют Криштиану Роналду и Лионель Месси. Давайте сегодня поговорим о звездном поляке. Вы на канале The Sport, и это 10 фактов о Роберте Левандовске. Левандовский родом из спортивной семьи. Его отец Кшиштоф был чемпионом национального уровня по дзюдо, а также играл в футбол за польскую команду Хутник Варшава. Его мать Ивона Левандовска, бывшая футболистка, представляющая АЗС Варшава. Не только его родители были спортсменами. Левандовский также женат на спортсменке. Его жена Анна Левандовская является трехкратной чемпионкой мира по карате. Пара поженилась в 2013 году и имеет двоих детей. Левандовский признался, что восхищался тремя величайшими нападающими мирового футбола – итальянцами Роберто Баджо и Алессандро Дель Пьеро, а также легендой Арсенала и сборной Франции Тьерри Анри. Учитывая великую карьеру поляка, думаю, и эти легенды восхищаются самим Робертом. Но великой карьеры могло и не сложиться без доли везения. Вы знали, что в 2010 году Левандовский был близок к переходу в английский Blackburn Rovers? Бывший тренер Блэкберна Сэм Эллардайс был впечатлен игрой поляка, и Роберт должен был прилететь уже на подписание контракта. Но в апреле 2010 года произошло извержение исландского вулкана, чье название я оставлю на экране и не буду даже произносить, из-за чего авиасообщение было приостановлено на 6 дней. В том же году Левандовский подписал контракт с Боруссией, где и началась по-настоящему звездная карьера. Интересно, каким бы был Левандовский в Блэкберне? Стал бы он новым Ширером? Пишите в комментариях. Бывший тренер Боруссии и Ливерпуля Юрген Клопп назвал Левандовского лучшим футболистом, с которым он работал. На самом деле было бы несправедливо назвать имя другого игрока, кроме Леви. То, что он сделал из своего потенциала, как он заставил себя стать игроком, которым он является сегодня, это невероятно. Позже и сам Левандовский отдал должное бывшему тренеру, сказав, что он был ему как отец, и что именно Клопп помог ему адаптироваться после приезда в Германию. На тот момент Роберт еще не знал немецкий язык и не был уверенным у чужих ворот. Как рассказывал сам Роберт позже, Клопп устроил ему пари. Если я забивал 10 мячей во время тренировки, он давал мне 50 евро. Если я не забивал 10 мячей, то давал 50 евро ему. Первые недели я почти все время платил. Он постоянно смеялся, но через несколько месяцев ситуация изменилась. Однажды он сказал: «Окей, с тебя хватит, теперь ты готов». Роберт оформил самый быстрый пентатрик в истории топ-лиг. В 2015 году бывший игрок Баварии в матче с Вольфсбургом вышел на замену во втором тайме и забил 5 голов за 9 минут, что позволило мюнхенцам выиграть 5-1. Также Левандовский принадлежит рекорд по самому быстрому покеру в истории Лиги Чемпионов. В ноябре 2019 года в матче Баварии с белградской Цервеной Звездой он положил 4 банки за 14 минут и 31 секунду. Левандовский имеет прозвище «Тело». Нетрудно догадаться, что это является отсылкой к его впечатляющим физическим данным и атлетическому телосложению. Кстати, такое прозвище дал Роберту бывший партнер по Боруссии Нури Шахин. А благодарить Роберт за такие данные должен свою жену, так как она является известным спортивным диетологом и помогает мужу оставаться в форме. Но так было не всегда. В юности он был невысоким и настолько худым, что когда его тренер в Лехе Францишек Смуда приехал на его просмотр, он воскликнул: «Мальчик с деревянными ногами, верните мне деньги, которые я потратил на бензин». Но после перехода в Боруссию тело Левандовски претерпело трансформацию, и теперь вряд ли кто-то упрекнет поляка в несовершенном теле. Левандовский сам многому может научить, и не только в игре с мячом. В 2020 году он успешно защитил степень магистра физического воспитания в Университете спорта и образования в Польше. Правда, его подозревают в покупке диплома и уже много лет ведется расследование, но пока действует презумпция невиновности, Роберт – магистр, а дальше подождем результата расследования. Левандовский известен своей благотворительной деятельностью. Он является одним из почетных послов ЮНИСЕФ. На родине он известен благодаря большим пожертвованиям. В 2020 году семья Левандовских потратила около 1 миллиона евро на борьбу с пандемией COVID-19. Часть прибыли от продажи брендового кофе он отдает на помощь пожилым людям. Помимо этого, он является амбассадором спортивной организации, которая в Польше дает инвалидам играть в футбол.
Что ж, пожелаем удачи Роберту. Даже если вы не болеете за Барселону, нужно признавать его величие. Левандовский действительно великий футболист, и даже мне, болельщику мадридского Реала, приятно видеть его в такой бешеной форме в 36 лет. Пишите свое мнение о Левандовске в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, если этого еще не сделали. До скорого!